Вена за один день, а точнее за несколько часов. Успеем ли осмотреть достопримечательности? Поцелуй Климта как матрешки в Москве? Почем нынче сецессион для туристов? Выберем вместе свой архитектурный символ столицы Австрии. Золотой шар годится на эту роль? Самый высокий шпиль в Европе? Так в этом соборе и Дюрера недавно обнаружили. Какой гостиничный номер нам перепадет в Вене? Сколько стоит отель, если бронируешь в последнюю минуту? Дворец Хофбург как зеркало империи Габсбургов, а рядом и римские строения можно увидеть. Что мог сотворить архитектор, который всегда надевал носки разного цвета? Утром по пешеходной улице до самого центра. В 21 веке Вена с 1 900 000 жителей несколько раз признавалась лучшим в мире, самым удобным городом для жизни. Метро на каждом углу, трамвай, транспорт хорошо организован, самокаты в аренду по всему городу, велосипедные дорожки. Светофор для велосипедистов очень удобное дело. Все, зажегся зеленый. Зеленый, все дзынь-дзынь, поехали. Нам до вас расти, ребят. Когда на Вену всего несколько часов, куда бежать в первую очередь? Растиражированное творчество Густава Климта прыгает на тебя со всех сторон и само ведет тебя в обитель сецессиона, австрийского модерна. И в 21 веке австрийцы пользуются наследием своих модернистов. Густав Климт «Поцелуй» – самая известная его работа. Потомки зарабатывают на его творчестве и сегодня. Пепельница стоит 15 евро со штамповкой. Наверное, в Китае отштампована. Чашечка кофейная с блюдцем 12 евро 13. Передо мной вопрос, что на обыван к посещению, даже не стоял. Мы направляемся к дому сецессиона, где Густав Климт сделал одну из важнейших работ, посвятив ее произведению Бетховена. И как раз нас встречают плакаты. По сей день Бетховен здесь звучит на каждом углу. Вот уже много лет, как хочу оказаться возле белого, слепящего золотым куполом здания, мимо которого несколько раз проносились, следуя транзитом, то в Италию, то еще куда-то на юга, в доковидные времена. Но это здание просто впечаталось в мою память. Если есть что-то в Вене, столице Австрии, такого, что отличает ее от любой столицы города мира, то, на мой взгляд, это вот это белоснежное здание, залитое солнцем, это дом сецессиона. Густав Климт – один из авторов идеи создания дома сецессиона, выдающийся художник. Он и сегодня гремит. В 21 веке его картина «Адель» была продана за 130 и более миллионов долларов. Адель Блох-Бауэр – супруга, говоря современным языком, олигарха, который приписывают отношения с художником, далеко выходящие за рамки позирования. История с продажей картины так потрясла общественность, что вскоре в прокат вышел фильм «Женщина в золотом». Люди видят шедевр одного из величайших художников Австрии, а я вижу портрет тети, женщины, которая учила меня жизни. Группа художников в конце 19 века в Вене решили, что не хотят больше работать в прежней манере и решили, что им нужно свое выставочное помещение для своих работ, для работ молодых художников. И создали вот этот дом сецессиона. Сецессио на латыни это означает отделение, обособление. На свои деньги они построили это здание. Муниципалитет, город выделил им землю для строительства. Современники называли его восточной гробницей. Настолько оно было необычное с этим золотым куполом. Купол сверкает тысячами листьев лавра, которые символизируют молодость, живость нового искусства, модерна. Но интересно, что сегодня в самом доме сецессиона можно увидеть лишь оригинал этого художника, бетховенский фриз, который он посвятил творчеству Бетховена. Интересная надпись на доме сецессиона.
каждому времени свое искусство, каждому искусству своя свобода. По-моему, как нельзя актуально сегодня. Слепит глаза от дома Сецессиона. А у нас здесь свое золото. Но что же питало модернистов? Каким архитектурным воздухом они дышали? Совсем рядом пример невероятной смелости архитектора в эпоху барокко. Экзотичная Карлскирхе. Церковь Карла, проще говоря. Тут тебе и колонны Трояна из Рима, причем в облике минаретов, да еще и с китайскими драконами. Здесь греческий портик, а большой купол подобен куполу собора Святого Петра в Ватикане. Эклектика. Недостатков в творческих оригиналах в Австрии, судя по всему, никогда не было. В XVIII веке чума свирепствовала на этих землях, и император Карл VI пообещал своему святому за избавление города от эпидемии возвести храм. В 1713 году работа закипела. В те времена в этих местах не было парка, а располагалось кладбище бедняков, на котором композитора Вивальди похоронили. В память об этом в соборе устраивают концерты, посвященные композитору. Дети радуют, прошагали весь свет без капризов. Выспались, видимо, хорошо. Заехали в Вену мы уже ближе к полуночи. Как и полагается, когда весь день ты гонишь машину через странные границы. Маршрут на только что забронированный номер в гостинице. Вот и к отелю приехали к своему. Леонардо, вон портрет Леонардо да Винчи. Повезло, практически в центре. Есть у гостиницы и свой паркинг. А это дорогого стоит. А это 4-звездочный отель. Практически в центре Вены. Интересный. Ох, ты таких телефонов и не видела, наверное, да? Что это за раритет? Итак, 4-звездный отель. Привет, Екатерина. Маска обязательно. 20 метров за... Сколько? За 80 евро. Кажутся гораздо менее привлекательными, нежели чем за 21 евро номер в Загребе. Какие-то бумажные стаканчики. Ну, будем надеяться, что они более экологичные. Деревянные ложечки. Пошлите, я вам покажу. Китайцы бы содрогнулись, наверное, для 4 звезд. Так, Влада Денисовна, что тут у нас? Угу. Ну, развернуться сможем здесь? Сможем. Это уже хорошо. Главное выспаться и завтра стартовать. Идем в самый центр. Заходишь внутрь кольца Рингштрассе, по которому можно на трамвае прокатиться, и тебя обступают респектабельные рестораны, кафе с прославленным венским кофе, со штруделем, слоеным рулетом с вишней или яблоком. Магазины именитых брендов сверкают витринами. Куда ни пойдешь, на Климта попадешь. И вновь витрины, тиражирующие принты Сецессиона. От всевозможного фарфора до предметов одежды. Все Климт, видишь, все Климт. Все в золоте. Видишь? Очередь стоит не за Климтом, а за вновь вышедшим айфоном. А вот и центральный храм Вены, собор Святого Стефана. Он считается символом Вены и Австрии. Первый храм на этом месте еще в XII веке был, но дата основания – XIII. Что тут скажешь? Велик собор, длиной лишь 2 метров до 200 не дотянул, а башня у него аж 137 метров. Соревнуется с теперь хорошо известным каждому россиянину Солсберийским собором. Британский всего-то 123 метра. Все мысли лишь о шпиле, шпиле, вилле. Все мысли лишь о шпиле, шпиле, вилле. Если будет возможность у вас, поднимитесь взглянуть на окрестности. Дайте ссылку на видео в комментариях. Сегодня в собор зашло, посмотрим на индикаторе, 1494. Вот я 1495 человек. А среди колоколов больше 21 тонны богатырь есть.
второй в Европе. Звонит только по великим праздникам. Кровля – глазурованная черепица в цветах династии Габсбургов с гербами империи. Мы еще поговорим о творениях Габсбургов. Без них здесь никуда. Внутри храма множество религиозных реликвий. Например, мощи святого Валентина, того самого, в день которого валентинки друг друга шлют. На самом деле вопрос спорный. Может, это мощи какого-то другого святого Валентина? Меня как-то смущает тот факт, что хожу я в соборе будто по чужим могилам. В подвальных этажах не только более 70 членов династии Габсбургов похоронены, вернее, только их внутренности, так у них принято было, а тела в другом месте, но и порядка 11 тысяч жителей Вены XVIII века. В 1735 году бубонная чума косила местное население. Все кладбища уже были заняты, и тела стали сбрасывать в ямы, вырытые в полу восточной части собора. Этот жуткий склеп доступен для посещения, но мы туда не пойдем. Но давайте в современность. Восхищает нестандартное видение чиновников католической церкви Австрии возможностей собора. В 2018 году с их согласия в стенах храма состоялся спектакль в сопровождении рок-музыки, посвященный теме борьбы со СПИДом. Из радостного. В соборе работал Альбрехт Дюрер. Совсем недавно, в 2020 году, над лавкой с сувенирами случайно обнаружили фрески начала XVI века. Фигуры святых Екатерины и Маргариты установили, сделанные рукой знаменитого Дюрера. Сколько еще открытий таит Центральный собор Вены? Говорить о Вене, не упоминая музыку? Даже художник из Белоруссии поведал нам, что переехал в Австрию только из-за того, что Вена – столица классической музыки. Моцарт, Бетховен, Штраус, Венская государственная опера – одна из крупнейших в мире, чему подтверждением в моей судьбе стало посещение концерта во время гастролей музыкантов из Вены в Китае. Это самые дорогие в моей жизни билеты в театр ради исполнения симфонической музыки венскими оркестрами. Ты представляешь, там реально, там действительно это римское как будто... Что это? Свидетельство того, что история Вены как населенного пункта началась при римлянах? Узнаете римский почерк в строительных технологиях? Метров 10 культурного слоя сегодня скрывают тот факт, что в середине 1 века нашей эры здесь началось строительство форпоста 15-го римского легиона Виндабона. Собственно, нынешний старый город Вены существует в рамках того римского укрепления, хотя жизнь в этих краях била ключом задолго до римлян, с 6-го тысячелетия до нашей эры. И мы уже у огромного дворца Габсбургов. Эта династия почти 1000 лет держалась у власти и была одной из самых, а часто и самой влиятельной в Европе. С 13 века и по начало 20-го разрастался на этом месте дворец, как при Габсбургах и сама Священная Римская, затем Австро-Венгерская, а потом и Австрийская империя. Женилась Австрия, женились Габсбурги, то есть с помощью выгодных браков заполучали новые территории в свою империю. И архитекторы пышно украшали все новые здания в дворцовом комплексе. Сегодня таких 19, и вмещают эти дворцы музеи, сокровищницы, галереи. Всего 2600 залов. Отдельная часть дворца используется нынешним президентом Австрии как резиденция. Демократично как. Неужели здесь нет нескольких оцеплений охраны, высоких заборов? При таком раскладе не президент ли это едет?
В другой части дворца располагаются представительства международных организаций. Эх, видели бы вы, строители Хофбурга, во что превратится архитектура. То купол из лавровых листьев, а то и вовсе не то здание, не то геохолмы с окнами. Что там актуально? Маска с изображением О, не мухи это. ну видите, как сецессион даже в новую традицию перешел. В новых реалиях. Куда ни пойдешь, на Климта попадешь. На мой взгляд, за звание архитектурного символа Вены и символа Австрии наряду с собором Святого Стефана вполне могли бы побороться не только дом Сецессиона, но и творение Хундертвассера. А что? Величественные готические и неоготические соборы есть во всех европейских столицах. А вот такое... А это другой, самый запоминающийся дом в Вене. Строение Хундертвассера. Вот он, кто положил начало кривым линиям в архитектуре, кривым балконам, косым стенам. У коренного жителя Вены, художника Хундертвассера, не было профильного образования, но это не помешало ему прославиться на весь мир и в 80-х отстроить и на родине целый комплекс зданий, который и сегодня удивляет туристов. У него дом косой какой-то. Здание не выглядит таким уж революционным, ну разве что вот эти косые колонны необычно, конечно, подпирающая красная. И двор оформлен, улица, вот такими вот геохолмами, оббитыми брусчаткой. Итого, какой архитектурный памятник, на ваш взгляд, достоин сегодня звания символ Вены и Австрии? Что скажете? В комментах, пожалуйста, напишите.